Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Давайте заглянем, конечно же, в эти наши любимые скамовозочки. Что они там творят? Сегодня у нас самый максимально интересный день. Воскресенье, лето, солнце, тепло. Нужно, наверное, ехать на озеро все-таки. Итак, эфириум, нету никакого притока, биток 0. Но, в принципе, что? У нас максимальная нехватка денег на этом рынке. Потому как большое количество альты вышло. Мы видели то, что у нас большое количество альткоинов выходило в 2024 году. Нету притока капитала и не позволяет это все дело запампить. Также на данный момент мы видим пачками просто делистят с бирж. Ну, это в принципе хорошо. Рынок, я думаю, что очистится. И некоторые альткоины, конечно же, ты можешь попасть тоже под данные делистинги. Ну, что сделаешь? Я думаю, что все равно, если портфель набрано какое-то количество альтов, там 10 или 15-20, максимально, может, ты не попадешь под эти делистинги, особенно если у тебя хотя бы там 150 альткоинов на CoinMarketCap, то какой-то альткоин вывезет твой портфель. Он просто вывезет. Мы видим то, что капитализация 3 триллиона 280, ничего у нас здесь не поменялось. И давайте посмотрим, что у нас по индексу страха жадности. Индекс страха жадности. Ну, находимся в жадности. Кто-то рынок откупает. Последний шанс, как говорится, последний шанс перед последним дампом. Итак, биткоин доминация. Мы видим то, что на этой неделе у нас свеча зеленая. Здесь уже полностью видно по биткоин доминации, что цикличность у нас сломлена, особенно относительно альты. По поводу битка цикличность еще не сломлена, потому как у нас присутствует 520 дней после халвинга битка, которые будут примерно 20-х числах сентября. Вот. А по поводу альты цикличность у нас уже здесь сломлена. Ну, в дальнейшем я думаю, что вообще будет... Эти альткоины, они никому не нужны будут, а может быть такое, что биткоин будет торговаться как, ну, например, S&P 500. Что у нас по Dow Jones? Тоже заглянем в Dow Jones. Итак, на месячном мы видим то, что месяц у нас здесь зеленый, на дневке мы видим то, что у нас доминация биткоина потихоньку приближается к своим хаям, которые у нас 65,5% были. Ох, мурыжит они. Проторговали мы этот имбаланс цены. Вот он, этот имбаланс. Мы его прошли уже практически полностью. Потому как более чем 50% имбаланса пройдено. У нас есть еще интересная цель. Это 65%. Ну, отскок дохлой кошки здесь у нас присутствует. Мало ли, может быть такое, что будут они здесь снижать. То, что у нас, конечно же, боковик, это хорошо, потому как нас начинают мурыжить временем. И будут выкуривать. Сейчас на данный момент уже начинают выкуривать временем. Также волатильность у нас уменьшилась. Если мы откроем, например, такие монеты, как Атом. Вот посмотрим мы на Атом. И глянем, конечно же, месячный график, что он нам подсказывает. Месячный график, мы видим то, что нет уже волатильности полностью. Все, идет затухание. У нас уже, смотрите, раз, два, три, 4 месяца вообще никакого движения. Даже в 2022 году и то что-то Атом здесь показывал, какую-то волатильность. Сейчас уже, ну, практически полгода мы ничего не показываем. И большинство альткоинов имеют такие вот графики. Последние 4-5 месяцев вообще полностью затухает волатильность. Начинают уже высаживать временем на альткоинах. Вот. Ну, за исключением, конечно же, монетки WhiteBit. Просто-напросто смотрите, куда она прет, скотина. Капитализация 5 миллиардов долларов. Нужно быть очень осторожным. У меня монетки бесплатные, но все равно. Все равно. Опасная ситуация. Уже желательно хотя бы фиксировать прибыль. Вот, мы можем посмотреть это все на графике. Смотрите, какая палка. Ну, вот здесь вот был просто шикарный вид. Как же здесь можно было подобрать монетки? Ё-моё, смотрите. 32 икса. Вот это была манипуляция, я понимаю. Вот это манипуляция. Манипуляция, конечно же, здесь знатная. Вот это мне нравится.
Вот так должна работать крипта. Ну, конечно же, все до бесконечности расти не может быть. Вспомним монетку ОМ. Так что будьте очень осторожны. Я пока посижу. Мои цели вот здесь вот. Не знаю, дотянут ли они эту цену или нет. Обвалят они. Не могу знать. Но буду рисковать. Вот что. Буду рисковать. Здесь, конечно же, у меня жадность уже присутствует. Ну, что сделаешь. Если накинуть фибо, то здесь просто-напросто мы видим, мы уже просто пробили фибо. С момента листинга у нас просто фибо пробито. Сейчас здесь у нас идет чистая манипуляция. Большое количество монет у создателей, и они тянут цену куда-то они тянут. Им куда-то нужно тянуть, они куда-то вот себе и тянут. Там у нас ланчпады, ланчпулы, подогревается это все на бирже Whitebit. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Там у нас хороший стейкинг на монетки VBT, на USDT и на сам биткоин. Вот что. Есть некоторые люди, которые накапливают биток. Они поставили цель каждый месяц по $1000 накапливать биткоин на 10 лет и стейкают на бирже Whitebit. Я знаю таких людей, кому интересно. Данная биржа, можете присмотреться. Не финансовый совет. Конечно же, на такой зеленой палке ракете покупать нельзя. Сейчас нужно только продавать. И желательно частично продавать. Но я посмотрю дальше, что будет. Думаю, что здесь надеюсь, что резкого обвала не будет. Так как у нас еще вроде бы не пик бычьего рынка, то я думаю, что ВБТ может погнать вверх. Вот меня одно фома, то, что я QMAL переложил, заработанные средства на QMAL переложил в DOT, который вообще ничего не показывает. А можно было бы в Whitebit переложить. Ну, что сделаешь. Что касательно самого биткоина. Удерживаем 105 тысяч. Вроде бы неплохо. В рынке категорически не хватает денег. Потому как помимо самого манипулятора у нас вытягивают средства такие спекулянты разные. И просто-напросто манипулятору приходится перелаживать бабло из альты в биток, чтобы удержать его максимально высоко. Здесь мы видим то, что у нас уже начинает присутствовать смена тренда. Мы видим то, что здесь уже зеленое облако сужается, и по всей видимости у нас будет здесь консолидация. Боковичок такой примерно как был вот здесь вот летом. Вот у нас летом. Сигнал у нас был хэш-риббонса дан в июле. Ну и тут вот такая вот была волатильность. 90 дней мы стояли в боковике. Может быть такое, что здесь будет аналогичная ситуация. Видим то, что не выходят никакие новости. Вчера у нас были именины Трампа. Волатильность здесь была минимальная. Ничего вообще не выходит. Я думаю, что будут они начинать здесь всех мурыжить уже временем. Уменьшит волатильность и... все это дело будет похоже у нас, как это было, к примеру, осенью 23 года. Вот здесь вот. Вот похожая ситуация у нас была вот здесь вот. Здесь уменьшилась волатильность, и только потом на фейковых новостях у нас произошел туземон. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Может быть и здесь по биткоину аналогичная ситуация. Также не забываем, у нас заседание ФРС через 3 дня. Так что это может быть ключевой момент для какого-то триггера или для роста на крипте. Итак, зашел я в чат GPT и спрашиваю. Я спрашиваю. Привет, уважаемый криптоинвестор. Я спрашиваю, у нас будет заседание ФРС, будет ли понижать ставку? Да, заседание ФРС будет 19 июня. О, уже переносит. Вот-вот, 19 июня. А на него сейчас смотрит весь рынок, особенно крипта. Что сейчас ожидать от рынка? На сегодняшний день большая часть участников считает, что ФРС не будет понижать ставку на этом заседании. Вот почему. Инфляция в США остается липкой. ЦПИ все еще не уходит уверенно к целям 2%. Рынок труда остается крепким. У ФРС нет сильного давления для экстренного смягчения. ФАД-пауза перед выборами. Очень вероятно, что ставку понизят в сентябре, ближе к президентским выборам. Это будет в самый разгар с... А почему президентские? Может быть, парламентские выборы у них? Ближе к президентским выборам. Это будет в самый раз с политической точки зрения, и при этом не рано. Так.
Что значит для крипты? Исход заседания без изменений, типа ставка без изменений, вероятность 90%, нейтрально, умеренно, негативно. Снижение на 0,25%, это 10% вероятности может быть. Взрывной рост активов, маловероятно сейчас. Ястребный тон. Что за ястребный тон может вызвать краткосрочную просадку по рисковым активам? Голубиный тон. Мягкий позитив даже без понижения. Что стоит делать сейчас? Следить за риторикой Пауэлля. Даже при сохранении ставки важно, как он выскажется о сентябре. Вот что. Так что мы будем смотреть, что он будет сейчас говорить именно о сентябре. Если скажет, что вроде нам нужно еще больше уверенности, это ястребино. Это ястребино. Это означает, что мы можем вызвать краткосрочную просадку. Если же скажет, уже видим признак ослабевания экономики, это голубиный сигнал и может подстегнуть рост крипты. Вот что. А как же здесь нам включить этот гребаный чат, чтобы она нам говорила? Я что-то не могу понять. Использовать голосовой режим. О! Итак, криптокотлеточка наша, родненькая, у нас понижение ставочки. Что ты думаешь? Скажи нам, пожалуйста. Вот это да, понижение ставки. Поздравляю с этим событием. Что это означает для нас? 1. Понижение ставки ФРС – это всегда сигнал мягкой денежно-кредитной политики. В целом, это позитив для рискованных активов, таких как криптовалюта. Зачастую, когда ставка снижается, снижается стоимость заимствования для бизнеса и потребителей. Это может увеличить ликвидность на рынке, что, в свою очередь, может подтолкнуть капитал в рисковые активы. 2. Моментальный эффект на крипту. Позитивный рост. Краткосрочно криптовалюты могут начать расти, так как инвесторы в поисках большего дохода будут смотреть в сторону альткоинов и биткоина. Преимущество для криптовалютных проектов с потенциалом роста, особенно тех, что ориентированы на DeFi, NFT и прочие децентрализованные инициативы. Что стоит ожидать? Рынок начнет качаться, потому что на фоне понижения ставки биткоин и альткоины могут ожить. Особенно важно будет смотреть на реакцию рынков в следующие дни. Если настроения остаются позитивными, это может стать сигналом для начала длинной бычьей фазы. Взлететь могут не только криптовалюты, но и технологические акции, что подтолкнет классические активы, так что стоит следить за рынком в целом. Важное замечание. Хотя краткосрочно криптовалюты могут подскочить, нужно помнить, что экономика США все еще остается в стадии нестабильности. Поэтому будет важно следить за показателями инфляции и экономической активности в ближайшие месяцы. Что думаешь? Сам ты настроен на дополнительные позиции по крипте или ждем коррекцию? Ну что я думаю? Я думаю, если у нас, в принципе, Пауль выступит и скажет, что типа нет смысла пока понижать ставку, то у нас будет, конечно же, коррекция. По DXY мы видим то, что у нас все это дело уже очень сильно снизилось. Тут уже падать практически некуда. И как только, наверное, DXY здесь отрисует боковичок, то у нас, конечно же, и Пауль начнет говорить о понижении ставки. А для того, чтобы мы боковичок отрисовали, нам нужно отмурыжить это все дело временем. Вот что. Так вот. Очень логичное и продуманное мнение. Ты правильно подметил важные моменты. 1. DEX-индекс доллара действительно часто предсказывает направление для криптовалют. Если он стабилизируется на текущих уровнях или немного снизится, это может быть знаком, что доллар перестает укрепляться. А значит, ФРС может уже не так резко повышать ставки в будущем. Когда он начнет боковить, это создаст плато для рынка. И Пауль действительно может начать говорить о более мягкой политике, что поддержит рисковые активы. 2. Коррекция в случае дальнейших заявлений Пауэлла вполне ожидаема. Это может случиться, если ФРС подаст сигнал, что снижение ставки не планируется на ближайшее время. Рынки часто реагируют с перегревом в такие моменты, и коррекция может быть довольно глубокая.
3. Время – ключевой фактор. Пока DXY не вырисует стабильное боковое движение, мы не можем точно говорить о том, что ФРС будет действовать именно в том направлении. Рынки и регуляторы часто тянут время, прежде чем начать делать шаги в сторону ослабления политики. Что делать? Если прогнозы по рынку оправдаются, и у нас будет боковое движение по DXY с последующим поворотом, то увлажнение времени даст возможность для альткоинов заново набрать силы. Стоит держать часть позиций, ожидая этих фаз. Важно не перегореть в текущих лонгах, если все же коррекция будет длительной. Наблюдать за заявлениями Пауэлла и за тем, как рынок реагирует. Если рынки начнут давить на доллар, и он начнет слабеть, это будет хорошим сигналом для крипты. Как думаешь, в таком случае будешь фиксировать часть прибыли или сидеть на текущих позициях? Так, ну что, в принципе, спасибо тебе за твои советы. Будем ожидать. Ты всегда на шаг впереди. Молодец. Будем следить за ситуацией и, если что, адаптировать стратегии. Если что-то новое появится или будут вопросы, всегда рад помочь. Удачи на рынке. Пусть все сложится по твоему плану. Так, ну что, она говорит нам, в принципе, то, что мы хотим услышать, что Пауль туда-сюда, но, в принципе, все равно чат GPT нам говорит о том, что вроде бы как 90% у нас будет вероятность, что не будут понижать ставку, но нужно будет присмотреться к тому, что но будет у нас вероятность такая, что если даже не будет понижаться ставка, то все равно могут они немножко приподнять рынок. Ну что, Миледис у нас, Ледис, сегодня и вчера дала небольшое движение. В принципе, я думаю, что здесь скид присутствует. Мы видим то, что на данный момент у нас находится монетка в накоплении. И также просили посмотреть монетку Тон. Давайте посмотрим монетку Тонкоин. Что у нас по тону? Миледис, кстати, у нас уже начинает рисовать здесь боковик. Буквально с февраля 2025 года они отрисовывают боковичок. Что у нас по тону? От тона, конечно же, зависит судьба самого Дурова. Если будут какие-то проблемы с Дуровым, то, конечно же, и тон будут они скамить. Еще когда у нас тон стоил в диапазоне $7, и когда арестовали Дурова, я говорил, что тон начнет корректироваться. Тона у меня нету, я его сбросил был по 6,8 баксов. В принципе, вот так вот. По тону тоже они здесь рисуют боковик, февраль 2025 года. Похожая ситуация вот с таким вот фитилем, как на большинстве альткоинов, которые у нас, допустим, заходили в зону накопления при крахе Луны. Вот что. И мы видим, что здесь аналогичная ситуация. Только это у нас февраль 2025 года. Ну что, вниз они не особо хотят его давать. Давайте на OKX откроем, там полный график. Вот так вот. Мы на данный момент находимся в восходящем таком вот канале. Пришли в нижнюю часть канала, важный уровень, потому как мы можем, в принципе, что сделать? Вывалиться с этого канала, и это будет потом, конечно же, очень плачевно. Вот. Ну, сейчас у нас, я думаю, что здесь ключевой момент. Нам желательно не выпасть с этого канала. Также у нас есть линия POC, это зона поддержки в диапазоне $2,2. Вот. По тону у нас, в принципе, такая вот ситуация. Ну что, мы, в принципе, пришли сюда, вот скорректировались, как и ожидалось, в нижнюю часть канала. И здесь нужно ожидать и смотреть, не пробьют ли они этот канал вниз, и не пойдем мы ли ниже, вот что. Но здесь у нас есть тоже хорошая поддержка в диапазоне 2 бакса. 2 бакса мы уже очень длительный период времени торговались, буквально весь 22-й, 23-й год. Пришли мы, отретестили. Сейчас я думаю, что может быть такое, что еще они сюда немножко снизят для полного кошмара всех криптоэнтузиастиков. Ну и, конечно же, если по целям мы будем разворачиваться, то я думаю, что мы придем на ретест вот этого вот блока. Это у нас диапазон $6 обратно. Сейчас уже, конечно же, здесь очень много раздали тона. И
уже мало верится в диапазон 11 долларов по данному проекту. Притом у нас в рынке категорически не хватает средств. Ну, мало ли, посмотрим. Может быть такое, что в дальнейшем что-то они придумают и будут тянуть в диапазон 11 долларов. Ну, это уже мало верится. Я думаю, что все равно мы вернемся хотя бы в 6,8 пощупаем, если будет продолжение бычки. Тон выглядит неплохо. Находимся мы в восходящем канале. С канала пока мы не выходили. И это очень хорошо. А что если посмотреть тон относительно битка? Что он у нас тут показывает? Тон BTC. Так, да? Тон BTC. Если у нас такой вот график, да, на BinX есть. Ну, здесь вообще печальная ситуация. Тут у нас присутствовал восходящий канал, и выпали мы с этого канала. Тут уже не очень хорошо. По всей видимости, тон показывает сильнейшую слабость. И это не очень хорошо, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Относительно битка тон просто вообще ослаб. Ослаб, и у нас уже нету никаких зон поддержки. Мы просто можем уже даже просто валиться, падать. Я думаю, что судьба тона в дальнейшем не очень хорошая. Как и всех альткоинов, мы будем просто-напросто относительно биткоина падать, падать и падать. С какими-то там небольшими отскоками. Ну, как, например, Атом. И что сказать, хайп тона, по всей видимости, у нас уже прошел вместе с этими тапалками, с выступлением Дурова и всем, конечно же. То, что они там хайпели на тоне, раздали они, конечно же. Капитализация 7 миллиардов долларов, очень большая капа. Есть куда разгружать, есть здесь у нас инвесторы. И мы буквально вчера на стриме проводили стрим, смотрели то, что инвесторы, конечно же, имеют здесь колоссальнейшие иксы, потому как на другом сайте там было видно, что, ну вот смотрите, 10 миллионов собрано средств, да, это в 2022 году, фанд раунд, 10, 8, 30, 10, ну 50 миллионов, да, 50 миллионов, ну еще здесь неизвестно по каким здесь ценам они инвестировали, ну 50 миллионов и капитализация 7 миллиардов, ну блин, здесь сотни иксов. Здесь просто-напросто сотни иксов. Есть куда грузить это все дело. Хайпы у нас уже по тону прошли все. Это были тапалки, номера. Сейчас еще подогревают подарками. Там туда-сюда. Покупайте типа тон, меняйте. Ну, как все это дело происходит. Как и происходило это все дело на Солане. Вот, в принципе, вот так вот. Держать тон в долгую я не знаю. Нет смысла. Для комиссий можно подержать. Стейкать в кошельке. Кеплер там. Или в этом TonSpace, да, можно там что-то еще постейкать. Ну и то смысл, ну не знаю. Короче говоря, очень сложная ситуация. Относительно биткоина тон показывает слабость. Это вот самое важное. И сейчас здесь развернуть это все дело, это не так просто. Это не так просто, потому как роздано большое количество монет. Мы видим то, что у нас по объемам линия ПОК в диапазоне там 4.03. Посмотрим, понаблюдаем. Пока что у нас вот так вот все это дело выглядит. Нам нужно как минимум здесь сделать боковик. И потом уже, конечно же, сходить на ретест, допустим, ну вот, допустим, хотя бы вот сюда вот приподняться. Это относительно биткоина. И сейчас при том, ну сколько мы здесь приподнимемся? На 100%. Сейчас при том видно в этом цикле, что большое количество альткоинов не показывало роста относительно бакса. Если мы даже и росли относительно самого битка на 100%, то относительно доллара тоже давали рост на 100%. Все, не было никаких альт-сезонов. Ситуация не очень хорошая. Что могу сказать? В заключение, не очень хорошая, потому как относительно битка тон показывает слабость. И это не очень хорошо. Если посмотреть тон относительно доллара, то здесь мы еще пока что находимся в восходящем канале. Вот если мы откроем на бирже OKX, посмотрим. Здесь пока мы находимся в восходящем канале. Вот. И сейчас большинство монет показывают аналогичный график. Можно посмотреть, допустим, на монетку
Aptos. Там тоже аналогичная ситуация. В принципе, вот так вот. Ну что, DXY у нас отрисовывает похожую структуру, как был у нас диапазон альтсезона 13 год, 17 год, 21 год и вот уже 25 год. Мы всегда приходили практически к нижней части канала, и здесь у нас происходили альтсезоны. В этом цикле у нас альтсезона такого полномасштабного пока что не было. Посмотрим, что они нам дальше подвезут. В принципе, вот так вот. Конечно же, криптоэнтузиасты, нужно поддержать канал лайками, подписками, комментариями, поделиться данным видео, откомментировать. И я думаю, что мы с вами доживем до того самого альтсезона, до пика бычьего рынка, и будем с вами хотя бы какую-то прибыль, конечно же, изымать с этого рынка. Сейчас, конечно же, ситуация очень сложная, потому как они психологически все это дело задавили, цели уже и цены понижаются, доминация биткоина растет, уже никто ни во что ничего не верит, крипта никому ничего не интересно. Но придет время, когда, конечно же, будет альтсезон. Есть время биткоин-сезона, а есть время альтсезона. Я думаю, что мы его дождемся, этого альтсезона. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.